А что если сказка правда существует? Что если кукольный мир с игрушечными домиками и Щелкунчик сам лично из детских книг правда есть? В этом выпуске мы хотим пригласить вас прогуляться в сказку. В ту самую, в добрую, в рождественскую. Мы приглашаем вас на родину главного символа Рождества. Приглашаем вместе с нами окунуться в уютную атмосферу «Тысячи огней» главного праздника года. Давайте вместе сегодня, через этот выпуск, откроем двери в мир чудес и волшебства. Мы с вами на Романтише-штрассе, ребятушки. Так немцы называют особый маршрут по исторически красивым городам Германии, длиной аж в 366 километров от Вюрцбурга до Фюстена. Наша цель — увидеть, услышать и прочувствовать самое настоящее сокровище этого маршрута — жемчужину баварских земель — Ротенбург на Таубере. Именно здесь снимали финальные сцены для фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Здесь, в Баварии, придумали Щелкунчика, и отсюда же Дисней взяли прообраз мастерской Джепетто из Пиноккио. Звезды сверкали, как алмазы, над старыми крышами сонных домов. Красиво, как в сказке. Я шел по кривым улочкам, по которым не было ни души. И тут я заметил свет в лавочке деревянных дел мастера по имени Джепетто. Так начинается рассказ от имени знаменитого сверчка из мультфильма «Пиноккио» 1940 года. В общем, сказка здесь не просто витает в воздухе, она здесь родилась и проживает до сих пор. Поэтому, когда впервые гуляешь по Ротенбургу, чувствуешь состояние какой-то ошалелой вдохновленности. Наверное, я понимаю Уолта Диснея сейчас, потому что даже спустя 5 минут прогулки по Ротенбургу мне тоже захотелось что-то творить, создавать или писать. Давайте все-таки разберемся, отчего здесь так сказочно? Почему именно этот город самый фотографируемый город Германии? Зачем сюда из года в год приезжает вдохновляться самый гениальный мира сего? Во-первых, потому что Ротенбург — это один из немногих полностью уцелевших средневековых городов Германии. Здесь все настоящее. Поэтому есть такое ощущение, что как будто сел в машину времени, как в фильме «Назад в будущее», и отправился в Средневековье. Город этот не просто уникальный, он удивительный. Мне туда. Здесь больше всего начинаешь верить в рыцарей. Они тут даже есть, смотрите. Меч, по ощущениям, кстати, был очень тяжелый, как и сама кольчуга. Думаю, чтобы поднять и удержать на себе все эти килограммы стали, нужна большущая сила. А еще в Ротенбурге даже самая взрослая раз в год встречается лицом к лицу с самим Сантой. Это прямое включение. Санта приехал. Настоящий. Он пришел. Это же сказка, помните? Поэтому я, приехав сюда, загадала такую встречу с ним. И он пришел, ребят, пришел. От исполнившегося чуда я расплакалась прямо на площади. Мне так хотелось его обнять. Представляете, обнять целого Санту. И, видимо, Ротенбург меня услышал, потому что этот момент я запомню на всю жизнь. Ребята, я не знаю, как это работает. Я просила Санту. Я хотела увидеть Санту. Я знала, что он тут есть. И он пришел. И я не знаю. Я обнимала Санту. Эмоции охренеть. Я не знаю, мне кажется, со мной стоял и ревел вместе весь народ, который был на площади, потому что тут такие подходят дети, тут я. В Ротенбурге живет всего 11 тысяч жителей, которые каждый год создают настоящее кино для 3 миллионов туристов. Еще раз, еще раз. 11 тысяч человек
каждый год создают сказку аж на 3 миллиона туристов. Понимаете, да? Если честно, маленьких красивых городов Германии, где есть маленькие всякие домики, маленькие интересности, маленькие улочки, очень много. Но как так получилось, что именно Ротенбург на Таубере стал самым известным и самым любимым из всех? В чем же его секрет? Мы долго думали над этим самым секретом со Стасом и решили, что он на поверхности. Все дело в людях, которые каждый день создают здесь праздник. Делают они это как-то по-доброму, с душой. Поэтому здесь так много красоты, ручной работы. Здесь есть мастера по дереву, по работе с металлом, мастера сладостей и конфет. Последние, кстати, изобрели здесь одну уникальную вкусность. Она называется снежок. Делают его из песочного теста и посыхают сахарной пудрой, и это напоминает снег. Здесь есть мастера по украшениям и декораторству, по архитектуре и по рисованию, мастера по обычной бумаге и даже картону. Поэтому мы не удержались и забрали себе вот эти чудесные звезды. Они сделаны из картона и по традиции украшают практически каждый немецкий дом. Именно эти звезды дают свет каждый вечер Адвента 4 недели подряд, от 1 до 25 декабря. Ах да, в Ротенбурге еще есть мастера музыки, живой музыки. На улицах здесь звучат звуки оркестра, живого оркестра. И чтобы понять, насколько местные жители готовятся к празднику, посмотрите на эти костюмы. Я думаю, многие из вас узнали такие. Похожи на сказку. Гензель и Гретель, может быть, правда? Кто из вас в детстве читал «Братьев Гримм»? Когда я была маленькая, я помню, я зачитывалась сказками братьев Гримм. У нас такая была тема, что я помогала однокласснику, он мне как взятку давал вот эти сказки. Я помню, я так мечтала взять эти книжки в руки, но я, честно говоря, не знала о том, что братья Гримм, оказывается, из Германии. «Спящая красавица», «Золушка», «Рапунцель», «Мальчик с пальчик». И, внимание, бременские музыканты — это все, ребятушки, немецкие сказки, вы прикиньте. И мне кажется, что Рождество — это тот самый праздник, когда хочется эти сказки читать и хочется верить в эту сказку. И здесь это особенно легко дается. По сказкам здесь снимают кино, большое кино. Например, здесь снимали и первую, и вторую часть «Гарри Поттера и дары смерти». Команда операторов 2 дня летала над городом, но сцены эти в итоге вырезали. И, к счастью, у нас есть такая возможность показать вам, как бы выглядел Ротенбург на больших экранах в фильме про школу чародейства и волшебства. Честно, когда я и Стас снимали эти кадры, оба мы были в таком состоянии какой-то захватившей нас эйфории. И, конечно, мы будем рады, если это самое чувство передастся и вам. Ротенбург на Таубере — это Бавария, причем ее самая старая атмосферная часть. Как мы можем это определить? По вот этим игрушечным фахверковым домикам. Чтобы понять, как они построены, давайте учить немецкий. Шучу. Ладно, это я буду учить немецкий, как Папа Римский, который учил его здесь 3 месяца. А вам просто расскажу. Фахверк в переводе с немецкого языка — это ящик. Его еще называют «прусская стена». То есть вся эта конструкция, которую вы видите сейчас, это каркасная конструкция из деревянных вертикальных брусьев, кирпича и глины.
И вот вся эта красотища, от которой мы с вами удивляемся, открываем рты, крестьянская. Да, ребятушки, такие дома строили крестьяне. Их строили везде, где был лес и глина, потому что камень по тогдашним временам был штукой дорогой. Глину при строительстве смешивали с камышом или соломой, а оставшиеся дыры затыкали шерстью. Чаще всего такие дома красили белой известью, но есть исключения. Ротенбург, например, цветной, поэтому даже в серые туманные дни здесь очень приятно гулять. И самого яркого, чем лично нам запомнился этот город, и что круглый год делает его таким волшебным, таким узнаваемым, это музей Рождества. Да, ребят, прикиньте, такое есть в мире. Когда-то давно местные решили собрать рождественские игрушки со всех земель Германии и сделать из них постоянную выставку, которую могли бы посещать люди со всего мира. И у них получилось. Вся эта красота на самом деле началась с простой идеи. То есть есть такая семья, известная здесь в Германии, Вольфарб. И был такой, значит, внук в этой семье, который сказал: ребята, мне кажется, что традиции наших прабабушек и бабушек начинают забывать. И он такой: а давайте сделаем по-другому, давайте вот это make the difference, да, сделаем что-то, что внесет какой-то вклад вот в эту всю красоту, вот весь этот праздник. И он говорит: а давайте мы с вами создадим музей Рождества. И поэтому мы с вами можем наблюдать все это великолепие, всю эту красоту, потому что в этот музей со всей Германии собирают игрушки, традиции, сказки, истории о том, как праздновался этот праздник, как он был создан. В этом самом музее есть игрушки аж 1870 года. Что необычного мы здесь нашли еще? Но это сами игрушки, которые раньше делали из бумаги, перьев птиц, например. Здесь есть даже бумажные детские кроватки и птицы с хвостом из настоящих перьев. Мне кажется, что вот эта вся сказочная атмосфера создается в первую очередь за счет елочных игрушек. Вот смотрите, какие они необычные здесь и интересные. Я читала, но еще пока не видела вживую. Но, может быть, вы видели и знаете, что елочные игрушки здесь делают даже из огурцов или как огурцы. То есть, если вы где-то увидите зеленый огурец, который висит на елке, то знаете, его придумали здесь, в Германии. Здесь игрушки есть на любой вкус. Я думаю, вам, если вы сюда решите приехать, здесь понравится. Наверное, именно музей Рождества — это то самое секретное, что есть в Ротенбурге, и что делает его таким сказочным. Эту елку составили со всего мира. Здесь пожелания люди написали со всего мира. Здесь вот есть из Ирландии. У каждого из нас есть внутри что-то, что включает веру в чудеса. Что-то такое, благодаря чему мы зажигаемся, как звезды на новогодних елках. Некая кнопка. Для нас со Стасом Ротенбург стал такой кнопкой. Мы хотели показать его вам таким уютным, светящимся, живым, чтобы вы тоже смогли найти такую кнопку, найти такое что-то в себе. Благодарим вас, что досмотрели этот выпуск до конца, и желаем каждому, да, каждому, кто смотрит это видео, зажечь внутри себя этот особенный, яркий, волшебный внутренний свет. И пусть праздник, чудеса и настоящее волшебство, как в сказке, как в фильмах и книгах про волшебников, все-таки случится со всеми нами. Ведь оно и правда стоит того. Давайте дадим ему место.